Теперь собака это, понимаете, не просто друг человека, а еще и повод для передвижения. Выходишь на улицу, там одни собачники гуляют и так смотрят на тебя подозрительно, типа, а что это ты на улицу-то вышла? Собаки-то у тебя нету? И я смотрю, я когда выглядывала, вот сейчас народ стал появляться, а так вообще гуляли только собачники. И, знаете, вот такие вот маленькие собачки, которых никогда, видимо, на улицу даже не выводили, они такие оглядываются по сторонам. И у меня вопрос, а эти бедные создания, они вообще домой возвращаются? Или их передают из рук в руки, там, от друзей к соседям, чтобы все погуляли? А еще я тут на днях видела пару, которая гуляла с 5 собаками. У них было 5 собак, причем разных пород. Это насколько надо хотеть гулять. И что еще меня удивляет, вот ты выходишь на улицу, там никого практически нет. Ты заходишь в магазин, и такое впечатление, как будто весь город там собрался. Вот люди стоят буквально друг у друга на головах. Я вообще не понимаю, как это происходит. И я рассказала подруге, она говорит, слушай, ну, может быть, они приходят туда с утра и как бы весь день там тусуются. Ну, просто им не хватает общения. Вот они приходят в магазин и ходят там, о, люди. Вторая категория – это психические паникеры. Они просто вот начинают психовать и такие, типа, измеряют расстояние между ними и тобой. И такие, между тобой и мной не 1,5 метра, а 1,40 м. Убийца! Вот мы с мамой недавно заходили в магазин, и там нас просто разлучила толпа. Ну, то есть там такое количество людей, они как бы так столпились, и они просто ее от меня отрезали. И она пыталась ко мне пробиться, а потом говорит, ну, ладно, я подожду, пока толпа рассосется. Поэтому эффективность этого карантина, ну... И я заметила, что я могу усмирять хулиганов взглядом. Ну, не совсем взглядом. Но некоторые переходят границу. Вот я совершенно согласна с нашими властями, которые говорят, что вот эти вот вражеские журналы Financial Times и New York Times, что они вообще совершили просто непростительный выпад. Они сказали, что вот у вас смертность в прошлом году в этом месяце была такая, а сейчас выросла. Да? И это, наверное, потому что российские власти скрывают смерти от короны. Но я хочу сказать, что вы подумайте только над одним фактором. Вот раньше у меня под окнами бухали только по праздникам и выходным. А сейчас они бухают каждую ночь. И причем им не важно там снег, холод. Они бегают просто и орут песни. Да? Ну и понятное дело, что это для здоровья не очень хорошо. И вообще, что нам на улице-то делать? Что там интересного? Какие-то дороги непонятные, какие-то машины есть. Вообще там опасно. Можно под машину попасть. Можно какой-нибудь тип стоит там подозрительный, что-то в кармане держит. Возможно, нож. Да, в магазин пойдешь, там какие-нибудь продукты с пестицидами, антибиотиками продают. Да кругом там опасность. Нахрена вообще выходить? А там на улице, там нечего делать. Ну что там интересного? Вот дома очень интересно. Вот здесь есть, например, стена. Вот, стена. Здесь есть стена. Мне вот, знаете, не то, что помощи нормально не положено, мне даже продуктового набора не положено. Ну, я сначала, конечно, разозлилась, а потом я подумала, блин, я же видела этот продуктовый набор. Ну, с ним же все равно не выжить. Да сколько мне его хватит? На 3 дня? Так что, чё я так взбесилась? Надо спокойнее относиться. Вот забыла сказать. Вообще, вот эта вся ситуация с коронавирусом, она научила меня быть благодарной Богу и судьбе за то, что у меня есть, и за то, чего у меня нет. Вот, например, раньше, до ковида, я расстраивалась, что у меня нет мужика. А сейчас я выхожу, допустим, мусор выносить, да? А там в доме, вот около мусорки, там люди срутся, понимаете, они что-то швыряют в стены, стекла выбивают, орут друг на друга, видимо, даже дерутся, судя по звукам. И ты такая, господи, спасибо, что у меня нет мужика, да? Или вот посмотришь на людей, которые бухают вот сейчас просто в каких-то ненормальных количествах от ужаса и от безделья, и такая думаешь, господи, слава богу, у меня панкреатит. Я не могу бухать, мне просто потом так плохо будет. Да. Мама говорит, вот бабушка Вика, вот поехали к бабушке Вике. Я говорю, мама, бабушка Вика умерла много лет назад. Она такая, ой, это я оговорилась. Это, наверное, она так напоминает о себе, просит, чтобы мы за нее помолились и помянули. Я говорю, мама, если карантин продлится достаточно долго, они все начнут нам
напоминать, чтобы мы о них помолились и помянули. Причем лично. А еще я слышала такое мнение, что в России не может быть много смертей от коронавируса, потому что категории населения, которые уязвимы для коронавируса, умерли задолго до него. Потому что в России очень тяжело выжить. Очень тяжело. У меня соседи стали подозрительно тихими. И это непонятно абсолютно. У них маленький ребенок, а его почти не слышно. Мама моя считает, что они ребенка опаивают водкой. И я говорю, ну, они такие тихие, почему? Вроде бы они все время дома сидят. Она говорит, да они тебя боятся. Я говорю, а что меня бояться? Я же белая пушистая. Единственное, что... Когда вот эта вот ночная пьянка, там, значит, люди бегают под окнами полночи, под дождем, орут песни, а потом утром приезжает вот эта вот машина, то ли спасение, то ли полицейская, и начинается вот это вот бу-бу-бу, уголовно-административная ответственность, бу-бу-бу, коронавирус. Я просыпаюсь, естественно, злая, я выхожу на балкон и ору, как же вы Ой, ай! Но это единственное, что я делаю. Это же не может пугать моих соседей. Никак. А еще мне рассказали про даму, которая купила себе билеты в Таиланд за год. Ну, билеты там в Таиланд, себе бронь этого номера гостиничного сделала, а потом раз, и все накрылось. И они так позлорадствовали ее знакомые, потому что, ну, как бы знают ее, да, и знают ее как не очень такого приятного человека. Но потом говорят, ну, ты знаешь, в принципе, наверное, она... может улететь в Таиланд, да, но зная ее характер, она, скорее всего, полетит туда на метле. И я не понимаю, как люди дышат в этих масках. Вот вы видели, наверное, как они носят вот эти маски. Маска вот здесь вот, да, и вот здесь вот нос торчит, да. А у меня вообще то ли очень маленький объем легких, то ли как бы это последствия этого бронхита, который у меня в детстве был, вроде бы мне даже ставили хронический бронхит. Я просто задыхаюсь, если мне не хватает воздуха. Если вот как бы маленькое помещение, там окно закрыто, куча народу, я могу даже в обморок упасть. И я хожу там этим магазином. И я говорю, что это вот опция для тех, на кого не хватило пневмонии. Ну, как бы... Почувствуй, что это такое, когда тебе не хватает воздуха, и организм отчаянно борется, чтобы получить столько кислорода, сколько тебе нужно. Не, ну а что, я считаю, это правильно. Если плохо, то пусть будет плохо всем. Нехер радоваться жизни. Я не знаю, у меня падает иммунитет, когда я не соприкасаюсь ни с какой заразой. Я вот в Индии была, и я там пила из этих, как бы, их даже озерами не назовешь, там вот это, ну, короче, типа как озеро, да. Вот, и, ну, максимум, что я получила, это понос, да, а вот когда я сижу дома в стерильной обстановке, потом я вышла, не дай бог на меня кто-нибудь чихнул, все, это капец, я буду болеть долго и мучительно, поэтому я сейчас просто боюсь, и я уже так думала, может мне перила в подъезде начать лизать, ну, потому что тут должна быть какая-то иммунная закалка, тем более вакцинацию-то отменили. Но кроме вакцинации отменили еще и запись к врачу, у меня были сильные боли, мы звоним. Я пыталась сначала на сайте записаться, потом мы позвонили в поликлинику, нам говорят, записи нет. Вот. Ну, я-то знаю, где у меня болит. Я позвонила в женскую консультацию. Они спрашивают, а что у вас? Я говорю, ну, у меня сильные боли. И администратор говорит, ну, с сильной болью, с острой болью, приходите послезавтра с 9 до 12. Я такая, ага, хорошо, если выживу. Естественно, послезавтра мне было так... нехорошо. Я надеюсь, я все-таки смогу иметь детей, потому что, ну, если не смогу, то буду говорить всем, что я child-free. Вообще, я считаю, с нашим народом по-другому нельзя. Вот вообще, народ распущенный. Надо мало того, что штрафовать, еще на площадях надо начать сечь. Тогда, может быть, что-то поймут. Ну, не факт, но, в принципе, не помешает же прилюдные... Чем оно помешает? Вообще, я считаю, что людей нельзя выпускать на улицу, пока вообще все болезни не будут истреблены. Вот все. Просто. И заразные, и не заразные. И вообще люди должны научиться сначала жить до 500 лет. Потом уже можно будет их на улицу выпускать. Ну а это что такое? Какие-то смертные заболеть могут вообще в любой момент. И еще выходят на улицу. Ну это же такая вот безответственность. Просто безответственность. И вообще, вот эта вот агрессия, она кажущаяся, понимаете? Вот, например, ну, есть откровенно агрессивные люди. Вот, например, я захожу в YouTube, а там кому-то написали комментарий, да пусть твои
близкие харкают тебе в лицо кусками своих легких. Ну, это они написали человеку, который недостаточно серьезно, по их мнению, отнесся к ковиду. А мне вот знаете, что написали? Поскорее бы ты попала под аппарат ИВЛ. Вот это, я считаю, написали добрые люди. Потому что, понимаете, они же мне желают аппарата ИВЛ. Не так, что чтоб тебе не хватило аппарата ИВЛ, а чтоб ты поскорее под него попал. Понимаете, вот они очень добрые. Да, вот. Надо видеть хорошее в людях. Ой, ай.